От пациентки 2 недели назад падение на левое бедро. На рентгене перелом не увидели. Боли в области бедра, дающие в пах при движении, и ночью не проходят. Ходит с помощью ходунков. Сидя боли обычно нет. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 84 лет, дата исследования 16 июля 2025 года. Область исследования – левый тазобедренный сустав. При анализе результатов МСКДа использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерные реконструкции. Определяется субкапитальный вколоченный перелом шейки левой бедренной кости, состояние отломков удовлетворительное. В остальном взаимоотношение костей, формирующих тазобедренный сустав, не нарушено. Форма костей правильная. Рентгеновская суставная щель 1,7 мм. Целостность правой бедренной кости в зоне сканирования сохранена. Головка бедренной кости центрирована в вертлужной впадине. Форма шаровидная, по суставной поверхности явление субхондрального склероза, шейка структурна, не укорочена, шеечно-диафизарный угол 140. Суставная поверхность вертлужной впадины уплотнена по типу субхондрального склероза. Значительного объема жидкости в полости суставов не выявлено. Параартикулярные мягкие ткани без особенностей. Заключение. КТ-картина субкапитального перелома шейки левой бедренной кости, деформирующего остеоартроза левого тазобедренного сустава, 2-3 степени по Келгрен. Рекомендована консультация травматолога. 17 июля 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Шейка левой бедренной кости сломана, тут вопросов нет. Перелом относительно удачный, так называемый вколоченный. Тут есть некая надежда на сращение перелома. Иногда в таких случаях применяют однокомпонентное протезирование сустава. Вам нужно к травматологу. Вопрос пациентки: спасибо большое за расшифровку. Может ли, если не делать операцию, в дальнейшем разрушиться сустав или произойти смещение, при условии, что не будет сильно нагружаться нога и не будет падений? Травматолог предложил подождать, не спешить с операцией, что есть шанс, что состояние не ухудшится, и она продолжит ходить с помощью ходунков. Просто, если, конечно, это возможно, хотелось знать, какова вероятность, каков шанс сращения и главное, что не усугубится положение, если соблюдать аккуратность в движениях. Ответ. К. М.Н. Котова, М. Вопросы лечения решает лечащий врач. У него более полная картина состояния пациента. Ему и решать. Также нужно помнить, что в 84 года любая операция – большой риск.